На февральском форуме в Анталии компания Samsung помимо новых смартов среднего сегмента, 8К телевизоров, различных фишек бытовой техники представила еще парочку интересных планшетов. И интересными не потому, что там есть какие-то супер инновации, а потому что они стали более доступными и удобными. Вообще мне нравится позиция Samsung в этом году. Их гаджеты заметно пополнились в ассортименте и заняли почти все ниши. Но сегодня сконцентрируемся только на табах, а именно Galaxy Tab S5e и Tab A10.1. Первый из них — это вероятнее всего упрощенная версия грядущего S5, но не буду утверждать, о выходе этой модели пока ничего не известно. На данный момент S5e — это младший брат Tab S4. Приставку E, видимо, приписали по аналогии со смартфоном S10e, а значит Samsung хочет нам предложить облегченный девайс, сохранив при этом основные фишки. Tab A10.1, как мне кажется, еще более доступное обновление Tab A 2018 года. Сразу хочу похвалить Samsung за алюминиевый корпус. Во-первых, он не марки, и чтобы оставить отпечатки, нужно еще постараться. А во-вторых, то же самое и с царапинами. Собственно, в чехол прятать не обязательно. Да и цвета, как видите, придают планшетам какой-то премиальности, что ли. Сзади расположено по одному модулю камеры. Но у Tab A10.1 он не так сильно выпирается из корпуса. Мне кажется, это практичнее. На правой грани все по стандарту. Гибридный слот для симок и карты памяти, качелька громкости и кнопка включения. Последняя в Galaxy Tab S5e плоская. Почему и зачем, догадаться несложно. Здесь установлен сканер отпечатка. И если такая же история со смартфоном S10e, можно сказать, на любителя, то для планшета это самое удобное расположение. В отличие от Tab A, в S5e есть разблокировка по лицу. Зато убрали стилус, но оставили магнитный контакт Pogo для подключения клавиатуры и док-станции. По габаритам старшая модель уже, шире и легче. В толщину она всего лишь 5,5 мм, а по весу около 400 грамм. В сравнении с предыдущими флагманами это отличный результат. Galaxy Tab A потолще, 7,5 мм, а весит где-то 470 грамм, что тоже неплохо по нынешним меркам. Рамки у обоих планшетов не ультратонкие, но все же у Galaxy Tab S5e они симметричнее. Толщина нижней, верхней и боковых одинаковая, а еще симпатично смотрятся закругленные края дисплея. Горизонтальные рамки Tab A10.1 шире боковых, а края экрана традиционно острые. Разница в разрешении не особо большая, 2560 на 1600 пикселей против 1920 на 1200. Если упростить, то это QHD и Full HD. Но в совокупности с Super AMOLED у старшей модели она ощущается невооруженным глазом. Младшая может похвастаться только IPS-матрицей. Понятное дело, красочные фильмы приятнее смотреть на S5e, но если это не в приоритете дисплея Tab A, хватит с головой. И теперь интересующих многих вопрос. Почему Galaxy Tab S5e так хорош, но стоит дешевле, чем тот же S4? Компания сэкономила на чипе. Вместо 835-го дракона тут стоит 670-й, который безусловно слабее. С лихвой в тяжелые игрушки уже так не позалипаешь, хотя все равно во что поиграть найдется. Но для любых других задач он просто идеальный. Вот куда-то в дорогу с собой брать, работать с документами, фильмы смотреть, соцсетями активно пользоваться, самое оно. С памятью все как и положено. 464 гигабайта с возможностью расширения до 512 гиг. Лично я считаю, что изменение железа пошло только на пользу. Несмотря на то, что объем мАч снизился ровно до 7000, автономность благодаря энергоэффективному процессору возросла до 14,5 часов просмотра видео в высоком разрешении. Про поддержку быстрой зарядки, к счастью, тоже не забыли. А то попробуй подожди, пока этот гаджет от 0 до 7000 матч прогонит, особенно если планшетом пользуешься часто и он кровь из носу нужен. А вот с Galaxy Tab A10.1 дела обстоят поинтереснее. Он работает не на 450-м драконе, как Tab A 2018 года, а на фирменном самсунговском Exynos 7885. Тактовая частота похорошела до 2,2 ГГц и стала возможной поддержка LPDDR4. Но оперативной памяти Samsung нам выдала только 2 гигабайта, ну и 16 гигабайт постоянного хранилища. Емкость аккумулятора здесь составляет 6150 мАч. Система тоже достаточно сбалансирована, и часов на 10 просмотра видео в максимальном разрешении и при максимальной яркости хватает уж точно. И это если пользоваться активно. Умеренно юзать Tab A вы сможете и 2 дня. По большому счету тяжелые игры на средних настройках заходят без просадок и фризов, а на Tab S5e иногда можно и на высоких, поэтому жаловаться на производительность я не хочу. Оба планшета работают на OS Android 9 Pie с новым интерфейсом One UI. Он простой, понятный, вопросов никаких к нему нет. Хотя окно открытых приложений в S5e удобнее, как по мне. А еще здесь нет стандартной менюшки. Свайп вверх вызывает Finder. Я просто уже который год сижу на андроиде, и отсутствие менюшки для меня непривычно. Поэтому найти приложение не на виджетах, а в самом меню этих приложений, как в Tab A, проще и быстрее. Но это опять-таки субъективно. Galaxy Tab S5e оснастили ассистентом Bixby 2.0. Если коротко, то помимо традиционных функций он умеет управлять и гаджетами в умном доме. Но для нашего рынка это будет актуально чуточку позже, а пока будем довольствоваться улучшением обработки команд. А сейчас быстренько пробежимся по камерам, так как их
их роль в планшетах не настолько существенна. Тем не менее, основная камера Galaxy Tab S5e на 13 мегапикселей умеет снимать в 4К при 30 FPS. Стаб тут, правда, цифровой, а не оптический, но все равно это мощно. Он есть, и на том спасибо. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей пишет Full HD. Автофокус есть только на основном модуле. Кстати, сенсор фронталки на удивление хорош. Это Sony IMX 576, который стоит в Honor 10, Xiaomi Mi Mix 3 и Mi 8 Lite. Tab A использует модули на 8 и 5 мегапикселей. Видео пишет Full HD. Просто неплохая камера и все тут. Galaxy Tab S5e и Tab A 10.1 отличаются крутым звучанием динамиков. Оба планшета поддерживают многоканальный Dolby Atmos. Звук объемный, басы хорошие, в общем, все как я люблю. Главное не забывать эту фичу включать в шторки быстрого доступа. Оцените разницу в звучании. Но все же S5e превосходит по количеству, так как у него таких динамика 4, в то время как у версии 10.1 их 2. Радует то, что и в Tab S5e, и в Tab A 10.1 разъем Type-C. Это плюс. Но мини-джек есть только у бюджетной модели. Хорошо, хоть в базовой комплектации S5e есть переходник с Type-C на джек. Из отличий выделю еще поддержку 5-й версии Bluetooth и поддержку 5 ГГц частот Wi-Fi у Galaxy Tab S5e. У Tab A 10.1 это 4-я версия и 2,4 ГГц соответственно. Ну и, конечно, каждый из нас должен понимать, насколько оправдан такой набор характеристик в новеньких планшетах от Samsung. По предварительным данным, Tab S5e будет стоить от $530, а Tab A 10.1 от 300. Пишите в комментариях, какую из новинок предпочли бы вы и почему. Если это видео было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокол. А также смотрите другие наши видео, где мы подводим итоги презентации Samsung Forum 2019. Пока!